Американское космическое агентство НАСА прежде всего ассоциируется с масштабными проектами по покорению космоса — шаттлы, марсоходы, полет на Луну, путешествия Вояджеров и съемки с телескопа Хаббл. На самом деле космические исследования куда ближе к нам, чем кажется на первый взгляд. Ведь многие космические разработки используются здесь, на Земле. Вот уже 42 года НАСА ежегодно публикует доклад о том, какие космические технологии превратились в коммерческий продукт и стали доступны публике. Давайте посмотрим на самые интересные из них. Открой Америку. Бизнес и технологии в США. С небес на Землю. Космические разработки НАСА, которые пригодились нам в быту. Первые 30 дней мозг привыкает к отсутствию гравитации, а потом ты только и думаешь о том, что не сможешь ходить по потолку, когда вернешься домой, говорит астронавт Даг Уиллок. Жизнь на орбите совсем не такая, как жизнь на Земле. Там все работает по-другому, и в первую очередь законы физики. Взять хотя бы такой простой параметр любого тела, как масса. Каждый килограмм груза, выведенный на орбиту, обходится недешево. За 30 лет НАСА снизили стоимость почти в 90 раз. В частности, потому что задали себе вопрос, что если грузы можно сделать легче? К примеру, в космос можно не везти воду, ведь она в избытке образуется при сгорании топлива. А продукты, в которых вода содержится априори, можно избавить от нее. Так у астронавтов появилась дегидрированная еда. Технология дегидрации, которая теперь повсеместно используется для производства продуктов длительного хранения, заключается в следующем. Объект, например, кусок мяса, помещают в сухую камеру и выдувают из нее влагу холодным воздухом. Низкие температуры нужны, чтобы еда сохранила свои питательные и вкусовые свойства, а обезвоживание — для сокращения массы, иногда до 10 раз. Следом за космонавтами дегидрированную еду полюбили альпинисты, туристы и поклонники здоровых снеков вроде сушеных яблок и кокосовых чипсов. Все, для кого вес имеет значение в том или ином смысле слова. Каждый раз, отправляясь в космос, астронавты преследуют какую-нибудь научную цель. Посмотреть, будут ли крысы размножаться в невесомости, вырастить урожай китайской капусты или сфотографировать обратную сторону Луны. Поначалу фотосъемка космических объектов оказалась не такой уже простой задачей по одной простой причине – в космосе очень темно. В 60-е при подготовке к отправке Аполло на Луну земные объективы не обладали достаточной светосилой, то есть способностью линзы пропускать свет. Чтобы получить четкие изображения темной стороны Луны, НАСА заказали разработку самого светосильного объектива в истории фотографии у лаборатории Карл Zeiss. Таких объективов в мире всего 10, и 3 из них достались режиссеру Стэнли Кубрику благодаря его связям в НАСА. Кубрик использовал эти объективы для фильма «Барри Линдон», что позволило ему снимать только при свете свечей, чем вызвал восторг и зависть у товарищей по цеху. С развитием цифровой фотографии в космос полетели первые Никоны и Кэноны, которые работали на светочувствительных матрицах по технологии CCD. Она позволяла получать изображения высокого качества, но была слишком медленной. На смену CCD пришли CMOS-матрицы, где графическая информация считывается с каждого пикселя почти мгновенно. Сегодня такие матрицы встроены в камеры всех смартфонов и камер GoPro. Но вернемся от пикселей к простым человеческим потребностям. Астронавты проводят на орбите по несколько месяцев, а значит, нужно сделать их пребывание в космосе как можно более комфортным. Настолько, насколько комфортно может себя чувствовать картофелина в невесомости. Если скафандр для выхода в открытый космос — это, по сути, маленький космический аппарат, и слово «удобный» для него не вполне применимо, то одежда, которую носят астронавты на космической станции — другое дело. Для комфорта астронавтов, а затем и нашего с вами, технологи внедрили застежки на липучках и молниях, которые оказались куда практичнее пуговиц и шнурков. Отдельной задачей было изготовить кресла, которые бы учитывали индивидуальные особенности фигуры каждого участника полета. При запуске и, что еще важнее, при приземлении, астронавты подвергаются серьезным перегрузкам. Для удобства и минимизации рисков травм в 70-е придумали пену с эффектом памяти, которая амортизирует удары и равномерно распределяет вес космонавта, учитывая каждый изгиб позвоночника. Следом за НАСА эту пену стали использовать в военной авиации, Формуле-1, а затем и в повседневных вещах – ортопедических подушках и матрасах, спортивной обуви и медицинских стельках. В
В 1965 году астронавт Джон Янг тайком пронес на борт корабля Gemini-3 сэндвич с солониной, едва не поставив под угрозу всю миссию. Крошки ржаного хлеба разлетелись по всему кораблю. Этот случай — наглядная иллюстрация того, что мелочей в вопросах космической безопасности не бывает. В космосе нельзя использовать многие привычные для нас вещи вроде жидких шампуней, зажигалок или газовых обогревателей. Для поддержания комфортной температуры для НАСА изобрели инфракрасные панели, которые теперь используют на верандах кафе, тенистых кортах, в гаражах и теплицах. Они равномерно обогревают пространство, занимают мало места, экономят энергию и гораздо безопаснее других способов обогреть помещение. История программы NASA Spin-off служит примером американской открытости, практичности и разумного отношения к ресурсам. Исследование космических пространств — общечеловеческая мечта, на которую ежегодно тратятся миллиарды долларов, несмотря на то, что абсолютное большинство жителей Земли никогда не побывают в космосе. Но как приятно знать, что космические разработки во имя далеких перспектив покорения соседних галактик превращаются в вещи, которыми мы пользуемся каждый день.